Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры. Сегодня в этом видео мы познакомимся с торговой стратегией Форекс, которая называется Катапульта. Более подробно, как всегда, с ней можно ознакомиться на сайте strategify.ru. Там же можно скачать и шаблон для терминала МТ-4. Стратегия эта, в принципе, достаточно простая, классическая, но, конечно, ее простота заставила нас обратить на нее внимание. И, в принципе, в итоге выяснилось, что оно того стоило. Тем более, когда понимаем, что стратегия классическая, значит она прошла уже испытание временем, и вероятность того, что и в будущем будет работать более предсказуемо, значительно выше, чем у новых стратегий. Итак, собственно, давайте к самой стратегии. Предназначена она для временного интервала 4 часа. Мы ее пробовали на валютной паре евро-доллар, но указывается, что и на прочих мажорах данную стратегию можно использовать. Здесь нам потребуется всего две скользящие средние с периодом 3 и с периодом 30, а также индикатор Parabolic SAR с параметрами 0, 0,2 и 0,2. Теперь, что касается условий для входа в рынок на покупку, именно с этого примера мы и начнем. Здесь мы дожидаемся момента, когда быстрая скользящая средняя пересечет снизу вверх медленную скользящую среднюю. Если уже Parabolic SAR ниже, то сразу заключаем сделку на покупку. Если этого еще не произошло, ждем свечи, на которой это произойдет. Понятно, цена должна оставаться выше медленной скользящей средней как минимум. И быстрая скользящая средняя на тот момент тоже должна оставаться выше медленной скользящей средней. И так как видите, здесь все у нас условия соблюдены, мы заключаем сделку на покупку. Стоп-лосс по правилам устанавливается за соответствующее значение индикатора Parabolic SAR, но не более 60 пунктов. Здесь, как видите, у нас все 100 пунктов, поэтому мы установили в размере 60 пунктов. Минимальный размер у нас 30 пунктов, то есть если был бы параболик ближе, чем 30 пунктов, мы бы оставили бы именно в размере 30 пунктов. После прохождения 60 пунктов в положительной зоне сделка переводится в безубыток. При достижении 130 пунктов в положительной зоне стоп-лосс переносится уже в положительную зону в размере 70 пунктов. Ну а далее по значениям Parabolic SAR мы просто преследуем нашу цену. Ну вот обратите внимание, если мы вошли здесь, после этого перевели в размер 70 пунктов и дальше переставлялись сюда, как видите, хвостом даже мы не задевали пока, не опускались под данный Parabolic SAR, хотя он и изменил свое значение. Следовательно, до появления следующего Parabolic SAR мы все еще оставались именно на этом значении. Дальше пошли сюда и так далее. И вот только в этой точке нас уже закрыло по положительному стоп-лоссу в размере 220 пунктов. Также важно сказать, что если мы находимся в сделке, цена находится в отрицательной зоне, но мы получаем обратный сигнал, то есть уже на продажу. Перед тем, как открыть эту самую продажу, предыдущую сделку мы обязательно закрываем по текущей цене. Это что касается покупок. Теперь давайте посмотрим на продажи. Ну, понятно, условия здесь зеркальные. У нас происходит пересечение сверху вниз быстрой скользящей средней, медленной скользящую среднюю. Потом мы обращаем внимание на Parabolic SAR, он здесь уже находится выше цены. И сразу заключаем сделку на продажу. Смотрим расстояние до стоп-лосса, до Parabolic SAR. Здесь, как видите, не превышается максимальный стоп-лосс, то есть здесь всего 43 пункта. А я напомню, диапазон должен быть от 30 до 60. Поставили здесь наш стоп-лосс. После прохождения 60 пунктов в положительной зоне сделку перевели в безубыток. Ну и здесь обращаем внимание, когда 130 пунктов проходим, мы перевели сделку уже в положительный стоп в размере 70 пунктов. И далее по Parabolic SAR продолжали эту сделку преследовать. И вот обратите внимание, уже на данных свечках нас бы выбило по положительному стопу в размере 115 пунктов. Вот, в принципе, вся данная стратегия. Она достаточно простая, как видите. С вами был Сергей Гаспарян. Всем успешной торговли. Спасибо за внимание. До свидания.